Анну Черепанову действительно многие жители Иркутского региона считали вампиршей, которая пьет кровь своих жертв. А жертв у женщины было немало, потому что Анна руководила отрядом бандитов, сражавшихся против коммунистов. Все относительно, естественно. Правда у каждого своя. Если бы большевики не победили, мы бы сейчас, может быть, считали Черепанову женщиной-героиней, которая отстояла монархию или сделала все возможное, чтобы уже в начале 20 века Россия стала бы демократическим государством. Не знаю, по какому пути могло бы пойти развитие истории. Большевики, если объективно, совершали не меньше преступлений, занимались террором. Только их террор – это была правильная вещь, как писали советские историки. А вот белые все были, конечно же, бандитами. В общем, думаю, вы поняли, о чем я веду речь. Черепанова была преступницей, атаманшей, но можно посмотреть на историю с другой стороны. Формирование ее банды произошло примерно в 1918 году, но обязательно нужно рассказать о событиях, тому предшествующих. Вообще, атаманом считали супруга Анны, Андриана Черепанова. Он был на 25 лет старше супруги. До революции Черепанов владел пристанью, занимался транспортировкой грузов по Лене. Это дело приносило очень хорошую прибыль. Черепанов мало в чем себе отказывал. У предпринимателя была семья, жена, дети. Но так случилось, что супруга умерла. Андриан стал подыскивать себе новую женщину. Я не хочу говорить, что Черепанов знал толк в женском поле. Скорее, он очень хорошо разбирался в людях. Андриану попалась на глаза Анна Чемякина, дочь состоятельных родителей. Но Черепанова интересовали не деньги невесты. Анна покорила Андриана тем, что обладала сильным характером, лидерскими качествами, мужскими смелостью и решительностью. Состоялась свадьба. Недолго длилось семейное счастье. Власть стали захватывать большевики. Черепанова раскулачили. Андриан, затаив обиду, стал собирать банду из таких же, как он, кого обидела советская власть. Номинально именно Андриан был атаманом. По факту всем руководила Анна. Она была очень бойкая, решительная. Черепановская банда наводила ужас на сторонников Ленина. Преступные методы. Можно и так сказать про то, чем занимались черепановские бандиты. Они никогда не церемонились со своими врагами. Красных бойцов они привязывали к хвостам лошадей и таскали по земле. Врагов Анна сама лично разрубала на мелкие кусочки в буквальном смысле. Именно поэтому женщину стали считать вампиршей из-за ее кровожадности. Если не становиться на сторону красных или белых, то в целом понятно, почему Черепанова так себя вела. У нее была замечательная сытная жизнь, но пришли коммунисты и все испортили. Активность банды заинтересовала большевиков. На поимку Черепановой направили бойцов в ЧОН, частей особого назначения. Многие называли Анну неуловимой, действительно, ее было невозможно поймать. Однажды ее ранили в бедро, женщина смогла уйти от преследователей. Потом всю жизнь Черепанова носила на шее пулю, которую извлекли из ее тела. В другой раз Анне пришлось скрываться на болотах. Она взяла тростинку, погрузилась под воду и так очень долго сидела, дыша через соломинку. Чоновцы Черепанову так и не нашли. Самое интересное, что Анна пережила гражданскую войну, осталась в СССР, сделала карьеру по линии торговли. Правда, фамилию пришлось немного отредактировать. Анна стала Корепановой. До 80-х годов прошлого века Черепанова спокойно существовала. СССР был огромной страной. Встретить знакомых, находясь вдалеке от родного Верхоленского, было сложно. Но Анне повезло. Однажды ее опознал некий мужчина, родных которого в свое время погубила Черепанова. В годы гражданской этот человек был еще ребенком. Мужчина обратился в милицию, там его заявление приняли, но дело в отношении Анны Корепановой не завели, согласно распространенному мнению, потому что вышли все сроки давности. Можно предположить, что в 80-х годах менялась власть, менялась политика. Никому уже не было интересно заниматься атаманшей, которая была активна почти 60 лет назад. Черепанова дожила до солиднейшего возраста и ушла из жизни из-за старости. Вот такая у нее была судьба. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.